Вы просто не поверите, но в Северной Корее много лет существует отряд удовольствий. Представьте, это группа специально отобранных по всей стране женщин. Их миссия обросла легендами, и сегодня вы узнаете, чем именно занимается этот отряд, а также с какими условиями приходится сталкиваться женщинам в Северной Корее. Во времена правления Ким Ир Сена, которого до сих пор почитают как вечного президента Северной Кореи, несмотря на его кончину в 1994 году, был создан отряд, известный как Кипумджо. В конце 70-х годов 20 века, когда власть Ким Ир Сена достигла пика, он поручил своим чиновникам искать по всей стране самых красивых и талантливых молодых женщин и девушек, чтобы они стали частью этого отряда. Они выступали в роли певиц и танцовщиц, а некоторые работали горничными. Однако самые привлекательные из них были отобраны для того, чтобы служить женщинами для развлечений среди высших эшелонов власти. Процесс отбора был крайне строгим, ведь Ким Ир Сен отдавал предпочтение девушкам-девственницам. Он верил, что интимный контакт с такими женщинами придавал ему дополнительную жизненную энергию. После первоначального набора девушек их дальнейшее обучение проходило под контролем 5-го отдела штаба гармоничного управления партии. После зачисления в отряд девушек распределяли по различным направлениям деятельности. Одни занимались музыкой и танцами, другие обучались искусству массажа, а некоторых отправляли за границу для получения дополнительного образования. Структура отрядов Кипумджо несколько отличалась от традиционных гаремов, так как внутри них существовали различные подразделения. Например, участницы Хэнбакчо специализировались на массаже и заботе о комфорте высокопоставленных гостей, а девушки из Камуджо организовывали развлекательные программы, неотъемлемой частью которых был стриптиз. Однако девушки из группы Манджокчо занимались исключительно удовлетворением физических потребностей мужчин, оказывая им сексуальные услуги. После ухода Ким Ир Сена, его сын Ким Чен Ир продолжил поддерживать существование отряда удовольствий и, помимо этого, имел нескольких личных любовниц. Есть основания полагать, что и другие представители династии Ким использовали девушек подобным образом. Кенджи Фудзимото, повар, служивший семье Ким с 1989 по 2001 годы, заявил, что брат Ким Чен Ира, Чан Сон Тхэк, лично занимался отбором девушек для лидера страны. Фудзимото поделился воспоминаниями с журналистами. Для танцоров и певцов проводились специальные кастинги. Жюри требовало от претенденток поднимать ноги и выполнять подобные задания. По словам повара, перед тем, как пройти прослушивание, девушки должны были вступить в интимные отношения с Чан Сон Тхэком. И все же информация об отряде удовольствий остается скудной и почти недоступной вне границ изолированной коммунистической системы Северной Кореи. В 2010 году женщина по имени Ми Хян сбежала в Южную Корею, заявив, что провела 2 года в этом отряде при Ким Ир Сене. Она рассказала, что ее завербовали в возрасте 15 лет, когда она еще училась в школе. Они проверяли всех учениц и исключили некоторых из нас, включая меня, после чего тщательно изучили мою семейную историю и успехи в учебе, поделилась она. Меня спросили, спала ли я когда-нибудь с мальчиком. Я была настолько смущена этим вопросом. При правлении Ким Чен Ира требования к кандидатам в Кипумджо ужесточились. Теперь туда принимали только тех девушек, чей рост не превышал 5 футов и 2 дюймов, чтобы они гарантированно не оказались выше самого лидера. У будущих участниц не должно было быть никаких шрамов или пигментных пятен на коже, а голос обязан был быть мягким и женственным. Кроме того, все кандидаты проходили строгое медицинское обследование. В 1997 году был убит Ли Иль Нам, племянник Ким Ир Сена. Находясь в изгнании, он написал мемуары, в которых речь также шла и об отряде удовольствий. Ли описал сумасшедшие вечеринки до утра, со всеми вытекающими последствиями, которые проходили в резиденции Кима в Пхеньяне. Вот цитата из его книги. «Распорядок на вечеринках включал в себя еду, питье и танцы, но обычно заканчивался эротическими играми. Фаворитом была игра, в которой проигравшие должны были по одному снимать одежду. Если все сильно напивались, то также играли в игру по сбриванию волос. Мужчины при проигрыше сбривали часть волос на голове. У женщин брили волосы на лобке». Ким Чен Он пришел к власти в 2011 году. Известно, что он распустил отряд удовольствий, однако с 2018 года его деятельность была возобновлена. Эта информация стала известна благодаря свидетельствам Ми Хан, которая бежала в Южную Корею. По ее словам, в составе отряда насчитывается около 2000 женщин, возраст каждой из которых не превышает 20 лет. Первоначальным этапом отбора занимаются специально назначенные офицеры и государственные чиновники. Критерии отбора весьма разнообразны.
разнообразны, от физической подготовки до внешних данных. Помимо этого, каждая девушка должна обладать талантом в какой-либо области искусства. После прохождения отбора новые рекруты проходят обучение. Все они обязаны пройти интенсивную военную подготовку под наблюдением офицеров спецназа. В результате формируется универсальная команда. Девушки способны как развлекать лидера на сцене, так и защищать его в случае опасности. 50 лучших и красивейших представительниц отряда всегда находятся рядом с лидером КНДР. Состав этой личной охраны обновляется каждые 2 месяца. Ким Чен Ун щедро вознаграждает своих фавориток. Согласно информации, полученной от нескольких перебежчиков из Северной Кореи, ежегодно на одежду для личных телохранителей лидера расходуется около $3 миллионов. Отбор в Кипумджо проводится с особой строгостью. Даже такие параметры, как рост, имеют установленные пределы. Девушки не могут быть слишком высокими. Максимальная допустимая высота составляет 5 футов и 4 дюйма, что соответствует предпочтениям Ким Чен На. Набор в отряд начинается с 13-летнего возраста, а в 20 лет девушек выдают замуж за высших партийных чиновников. Северная Корея известна своей закрытостью, и эта черта касается не только внутренней политики государства, но и личной жизни семьи его лидера. Лишь благодаря южнокорейским СМИ миру стали известны некоторые подробности о жене Ким Чен На. Ри Соль Джу, ранее обычная девушка из Китая, вышла замуж за Ким Чен На несколько лет назад и родила ему 3 детей. Согласно существующим правилам, влюбленным разрешено заключать браки только 16 февраля, в день рождения Ким Чен Ира. В этот день жители страны приносят цветы, надевают национальные костюмы и молятся у статуи лидера. Этот обычай соблюдается всеми, включая самого Ким Чен На. Как первая леди, Ри Соль Джу выполняет определенные обязанности, предписанные традициями. Она представляет своего супруга на международной арене, поэтому предпочитает современный, но свободный стиль одежды. В отличие от нее, сестра Ким Чен Она, представляющая интересы брата внутри страны, носит традиционную корейскую одежду. Ри Соль Джу сменила свое имя после замужества, оставив прежнее имя и фамилию при себе. Встречи с родственниками происходят только по разрешению мужа. Первая леди и ее дети ведут скрытую жизнь, свободную от слухов и сплетен. Ее публичные выступления согласовываются с супругом и случаются крайне редко. Каждый шаг первой леди контролируется службой безопасности, а ее перемещения строго ограничены. Использование соцсетей исключено. Тем не менее, существуют исключения из общих правил. Вопреки традиции, запрещающей первым леди посещать кладбища, Ри Соль Джу посещает могилы родственников, но делает это в сопровождении мужа. Женщины в Северной Корее обязаны соблюдать строгие правила, касающиеся внешнего вида. Дресс-код официально регламентирован государством. Им запрещено носить яркие цвета, аксессуары, обувь на высоких каблуках и продукцию известных мировых брендов. Также недопустимо демонстрировать открытые плечи или живот. До недавнего времени женщинам было запрещено носить брюки, хотя сегодня этот запрет снят. Стандартный деловой наряд для северокорейской женщины включает костюм-тройку с юбкой. Многие женщины носят значки с изображениями прошлых и нынешних лидеров страны. Использование косметики, особенно яркой, также запрещено. Нарушение этих норм может привести к суровым наказаниям, вплоть до отправки в трудовые лагеря. Однако существует исключение. Чосанот – традиционный наряд, напоминающий сарафан, выполненный из яркой однотонной ткани без рисунка. Его можно украсить только ручной вышивкой. Чосанот стоит дорого, поэтому доступен далеко не всем. Часто его получают в подарок от жениха на свадьбе. Северокорейские женщины надевают чосанот только по особым случаям, таким как дни рождения великих вождей страны. В такие дни улицы города расцветают в розовых, голубых и других постельных оттенках. В повседневной жизни женщины предпочитают скромные и практичные наряды нейтральных цветов. Жизнь в Северной Корее начинается рано. Большинство людей встает в 6 часов утра. Утренние процедуры включают умывание подогретой водой, так как централизованная подача горячей воды отсутствует. Она, как и электричество, предоставляется по расписанию. Завтрак обычно состоит из простой пищи, такой как кукурузная каша с несладким йогуртом. Времени на долгие утренние ритуалы мало. Макияж в стране практически отсутствует, а выходить из дома нужно как можно раньше, учитывая проблемы с общественным транспортом и длинный путь
путь до работы. Опоздания строго наказываются. Рабочий день начинается в 8 часов утра, но сотрудники приходят на полчаса раньше, чтобы получить инструкции от начальства и ознакомиться с последними новостями из государственных источников. После окончания рабочего дня проводятся лекции, посвященные идеологии Северной Кореи. Единственный официальный выходной день – воскресенье. Государственные праздники приурочены к дням рождения великих руководителей страны. Однако в эти дни отдых невозможен. Все граждане, включая женщин, обязаны посетить памятники вождям, прежде чем получат возможность провести оставшееся время по своему усмотрению. В Северной Корее жены часто становятся основными кормильцами в семье, так как у них больше возможностей получить хорошо оплачиваемую работу. Женщины составляют значительную часть офисных сотрудников, тогда как мужчинам чаще предстоит служба в армии, где зарплаты невысоки. Каждая кореянка обязана провести 7 лет в рядах северокорейской армии после окончания средней школы. Для женщин это срочная служба, в отличие от мужчин, чья военная карьера может продолжаться дольше. Программа обучения женщин-военнослужащих в Северной Корее включает те же дисциплины, что и для мужчин: огневая подготовка, рукопашный бой, основы работы с радиооборудованием, а также эксплуатация сложных технических систем и вооружения. Несмотря на тяжелые условия службы, многие женщины продолжают служить в вооруженных силах и после завершения срока обязательной службы. Однако недавно весь мир поразили откровения бывшей военнослужащей Северной Кореи, сбежавшей из страны. По ее словам, служба в армии для женщин сопряжена с тяжелыми условиями: спартанская обстановка, недостаточное питание, основу которого составляет рис, нехватка сна и изнурительные тренировки. Бытовые условия также оставляют желать лучшего. Душ заменяет холодная вода из ближайшего водоема, подаваемая через шланг. Из-за стресса и тяжелой службы у многих женщин возникают проблемы со здоровьем. Кроме того, женщины в армии подвергаются унижениям со стороны командиров, которые нередко принуждают их к интимной близости за малейшее непослушание. Руководство КНДР опровергло эту информацию, сославшись на то, что перебежчикам не стоит верить, ведь за деньги они скажут что угодно. Браки в Северной Корее разрешены только после достижения определенного возраста – 25 лет для женщин и 27 лет для мужчин. Регистрация брака происходит в мэрии, после чего молодожены возлагают цветы к памятнику Ким Ир Сена и фотографируются в парке. Свадьбы отмечаются скромно, в соответствии с древними традициями, так как пышные торжества в стране запрещены. Замужним женщинам принято носить более короткую прическу, чем незамужним. Согласно традиционным патриархальным взглядам, жена должна подчиняться мужу и обеспечивать семью, если муж не способен это делать. Поэтому многие кореянки занимаются различными видами заработка, включая нелегальную торговлю иностранными товарами. Этот бизнес зачастую поддерживается коррумпированными чиновниками, с которыми женщины делят доходы. Около 80% бизнеса в стране осуществляется нелегально. Противозачаточные средства в стране запрещены, но их привозят контрабандой. Многие женщины используют внутриматочные спирали. Родители часто водят дочерей к гинекологам для установки спиралей еще до начала армейской службы, чтобы предотвратить нежелательную беременность, так как насилие в армии – частое явление. Хотя пластическая хирургия официально запрещена в Северной Корее, жены высокопоставленных чиновников и богатых людей прибегают к услугам подпольных клиник. Идеал красоты для кореянок – светлая кожа и большие глаза. Большинство женщин используют минимальную косметику, такую как тушь и прозрачная помада. Косметика, произведенная в Северной Корее, считается одной из лучших в мире. Страна неоднократно сталкивалась с массовым голодом, когда большинству жителей нечего было есть. Возможно, стройность кореянок объясняется генетическими особенностями, но их повседневный рацион действительно состоит преимущественно из круп и рыбы. Полных людей в стране мало, и чаще всего это связано с проблемами со здоровьем. Фитнес-клубы в столице Северной Кореи стали популярными местами, где можно отступить от государственных запретов. Здесь женщины могут носить открытую спортивную одежду ярких цветов, что невозможно в обычной жизни. Насколько информация достоверная, утверждать не берусь, поскольку Северная Корея остается одной из самых закрытых стран мира. Отсутствие интернета и социальных сетей значительно затрудняет получение информации из первых рук. Туристы, посещающие страну, могут по-разному интерпретировать увиденное, а рассказы беженцев часто окрашены эмоциями и личным опытом. Но чему уж точно можно доверять, так это моему предложению, которое я хочу вам сделать. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные
интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. А на сегодня это все. До скорой встречи.